Добрый день! Нам в чат-бот часто приходят вопросы о том, что и как делает офис для белорусов. Поэтому мы решили рассказать вам больше о работе отдела внешних связей. Сегодня вместе с моей коллегой Алиной мы поговорим о том, как мы работаем с организациями и инициативами и зачем это нужно. В 2020 году появилось огромное количество новых инициатив сопротивления, солидарности и информационной поддержки. С самого начала для нас было очень важно поддерживать отношения с этими инициативами, поскольку многие из них представляли отдельные профессиональные и социальные группы. Почему это важно? Например, если вы врач региональной больницы и у вас есть идеи о том, как стоит изменить систему здравоохранения или хотя бы что стоит поменять в вашем региональном самоуправлении, и вы делитесь этим только с вашими коллегами или в ваших социальных сетях, то, к сожалению, у нас, как у политической структуры, практически нет возможности доступа к этой информации, а, соответственно, возможности изменения ситуации. Но как только вы становитесь частью профессионального сообщества, например, такого как Фонд медицинской солидарности, у нас появляется канал связи и возможность коммуницировать с вами напрямую, собирать необходимую информацию от представителей вашей профессиональной группы. Так и произошло в случае работы над проектом здравоохранения в Новой Беларуси. Мы пообщались с медиками Фонда медицинской солидарности, попросили их собрать информацию с медицинского сообщества и передали их рекомендации по реформам в группу Банка идей и экономическую команду. Каждое сообщество и инициатива нуждается в развитии и поддержке, в возможности говорить о себе и собирать необходимые ресурсы. Для этого мы запустили платформу солидарности. Это инструмент, благодаря которому инициативы могут рассказывать о себе и собирать и привлекать волонтерскую помощь в свои проекты. И, наконец, нам очень важно привлекать представителей инициатив и организаций, формирование повестки и разработку стратегического плана. Для того, чтобы, когда Светлана Тихановская ездит в визиты и выступает с рекомендацией международным партнерам о том, что необходимо сделать в Беларуси и какая там ситуация, чтобы все эти рекомендации соответствовали реальной ситуации. Для этого мы еженедельно общаемся с представителями инициатив платформы солидарности и другими партнерами в формате обмена планами и обсуждения общих стратегических действий. Кроме того, мы проводим офлайн-встречи, и результатом такой последней встречи стало желание инициатив сформировать ассоциацию проектов и организаций, которые вместе строят новую Беларусь. Таксама мы працуем з традыцыйнымі НДА і прадстаўнікамі незалежных медыа. Восенню 2021 года шмат прадстаўнікоў трэцяга сектара былі вымушаны з'ехаць з Беларусі. Яны апынуліся даволі ў цяжкім становішчы, ім трэба было перафарматаваць сваю працу, звыкнуць да таго, што частка іх каманды альбо ўся іх каманда з'ехала з Беларусі і ўжо працуе за мяжой. Менавіта таму мы стварылі праграму рэзідэнцыі хаба Светланы Тихановскай. Мэта гэтай праграмы зрабіць усё магчымае, каб прадстаўнікі грамадскіх арганізацый змаглі засяродзіцца на сваёй дзейнасці, знайсці сабе партнёраў і рэсурсы для рэалізацыі сваіх праектаў. Што мы прапаноўваем? Па-першае, гэта фізічнае месца для працы. Таксама тэхнічная дапамога. Напрыклад, у нас ёсць фота- і відэастудыя. Нетворкінг. Мы дапамагаем усталяваць кантакты са знешнімі актарамі, праводзім сумесныя брейнштормы, і гэта партнёрская супраца, мы можам рэалізоўваць разам з вамі розныя праекты. Экспертная і адукацыйная дапамога. У першым наборы былі 12 арганізацый. Гэта былі прадстаўнікі розных сфераў. Медыапраекты, культурніцкія, моладзевыя і іншыя. Зараз ідзе другі набор. Калі вы хочаце стаць рэзідэнтам хаба офісу Светланы Тихановскай, рэгіструйцеся па спасылцы ў апісанні да гэтага відэа. Аснова дэмакратычнага грамадства – гэта не палітыкі ці палітычныя механізмы. Гэта грамадзянская супольнасць, инициативы, и мы с вами. А когда нам известно о вашей работе, офис может лучше делать так, чтобы международные партнеры видели вас, понимали объем необходимой помощи и кому ее необходимо предоставить. Калі у вас есть инициатива и вы хотите нам про ее рассказать, пишите у Ask Office Bot. Слава Украине! Живе Беларусь!